Профессор психологии Джек Шафер долгие годы работал специальным агентом ФБР. Во многих секретных операциях ему приходилось включать обаяние по щелчку пальца. Джек говорит, что есть золотое правило, пользуясь которым можно расположить к себе абсолютно любого человека. И звучит оно так: заставьте собеседника понравиться самому себе. Как это сделать, сейчас расскажу. Совершите ошибку. Когда Джек Шафер начинает вести курс лекций у нового потока, он как бы невзначай делает ошибку в произношении какого-нибудь слова и позволяет студентам исправить себя. «Я делаю вид, что смущен. Благодарю их за внимательность и исправляю ошибку», — говорит Джек. Этот прием он использует, чтобы достигнуть 3 целей. Во-первых, когда студенты исправляют ошибку преподавателя, это позволяет им чувствовать себя более уверенно. Во-вторых, они начинают более свободно общаться с наставником. И в-третьих, они позволяют ошибаться себе. Этот же прием можно использовать, чтобы расположить к себе любого человека. Ошибайтесь, показывайте свою неидеальность, позволяйте людям исправить себя, и они будут расположены к вам. Сделайте комплимент от 3-го лица. Иногда прямые комплименты звучат слишком навязчиво. Многие люди не готовы их принимать или испытывают дискомфорт. В таких случаях лучше использовать комплименты от 3-го лица. Например, вы хотите попросить что-нибудь у бухгалтера Татьяны Степановны. Для этого подойдите к ней с такой фразой: «Татьяна Степановна, я тут разговаривал с начальником отдела кадров, и он сказал, что вы, по его мнению, лучший работник нашей компании. Именно поэтому я уверен, что вы сможете мне помочь». Не обязательно, конечно, хвалить какие-то профессиональные качества, можно и личные. Например, так: «Татьяна Степановна, начальник отдела кадров, сказал, что на прошлое 23 февраля вы испекли такие блины. Он до сих пор вспоминает, какие они были вкусные». Комплимент от 3-го лица позволяет быть уверенным в 3 вещах. Во-первых, это не выглядит навязчиво, и какое бы ни было настроение у бухгалтера до этого, оно станет явно лучше. Во-вторых, вы явно расположите ее к беседе. И в-третьих, вероятность того, что вы по итогу получите от человека то, что было надо изначально, возрастает во много раз. Не забудьте посочувствовать. Людей гораздо сильнее интересует их собственная персона, чем любая другая. И это вполне нормально. Люди по своей натуре весьма эгоистичны. Просто не все это выпячивают на показ. Вы заведете больше друзей за 2 месяца, если будете проявлять неподдельный интерес к людям, чем за 2 года попыток заинтересовать их собой. Люди любят сочувственные высказывания. Что имеется в виду под сочувственными? Каждому человеку приятно знать, что его внимательно слушают и разделяют с ним его эмоции, что его понимают. Конечно, если человек начинает рассказывать о том, что у него был тяжелый день, не стоит падать ниц и говорить: «Какой ужас, ах ты бедненький несчастненький, я тебя пожалею», особенно если это ваш начальник. Вполне подойдет обычное высказывание по типу: «У вас сегодня был непростой день, с кем не бывает». Мы должны убедить собеседника, что мы разделяем его чувства и понимаем его. При этом, если вы пытаетесь поддержать человека, не надо точно воспроизводить его слова. Собеседник может насторожиться, ведь его мозг воспринимает повторение как аномалию. Обеспечьте самопохвалу. Это, пожалуй, один из самых значимых советов. Не забывайте, что между обычными комплиментами и лестью очень тонкая грань, поэтому лучше сделать так, чтобы собеседник сам себя похвалил. Как это сделать? Например, кто-то рассказывает вам такую историю: «Для того, чтобы закрыть этот проект, я работал по 60 часов в неделю». Что на это можно ответить? Да, наверное, надо было обладать железной волей и ответственностью, чтобы работать столько времени. Почти гарантированно собеседник ответит что-то типа: «Да, мне пришлось постараться, чтобы сдать этот проект вовремя. Я, конечно, отлично поработал, тут ничего не скажешь». Умение сделать так, чтобы человек сам себя похвалил, это лучший навык по завоеванию сердец. Практикуйте его, делайте людям приятное, и вы обязательно им понравитесь. И последний совет – просите об одолжении. Наверняка многие слышали знаменитые слова Бенджамина Франклина. Он сказал: «Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы помогли сами». Этот феномен известен как эффект Бенджамина Франклина. Человек, который оказывает любезность другому человеку, вырастает в собственных глазах. То есть, если вы хотите понравиться человеку, то лучше не делать одолжение ему, а попросить об одолжении его самого.
Конечно, не стоит злоупотреблять просьбами о помощи. Как правильно заметил вышеупомянутый Франклин, гости, как рыба, начинают дурно пахнуть на третий день. То же самое касается людей, которые слишком часто просят об одолжениях. Подводя итог, хочется сказать, что все эти советы безусловно не призыв к лицемерию. Всего лишь возможность помочь одним людям делать приятное другим людям, иногда в своих целях. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, впереди вас ждет еще масса полезной информации. Всем пока!